Всем привет! Вы на канале Крутable Branding Media. Я Вадим Орловский-Богдан, развиваю бренд-ориентед маркетинг. В прошлом выпуске мы говорили про консистентность бренда, а сегодня мы с вами узнаем 7 признаков того, что ваш бренд уже умер. Смотрим до титров, а перед ними и до конца, после того, как вы подпишетесь на наш замечательный и новый, только что новорожденный канал, я дам вам 3 громких, но очень простых, но очень сложных шага, чтобы начать менять свой бренд прямо сейчас. Итак, ваш бренд может выглядеть абсолютно живым. У него могут быть нормальная выручка, рекламные кампании, соцсети, даже какие-то охваты. И при этом он уже мертв давным-давно. Потому что бренд умирает не в момент падения продаж, он умирает в момент, когда рынок перестает ощущать разницу между вами и кем угодно еще. Самое неприятное, обычно это происходит сильно раньше, чем бизнес это замечает. Сегодня разберем 7 признаков, по которым это видно почти сразу. Признак номер 1. Цена стала главным аргументом. Есть неприятный момент, который многие бренды стараются не замечать и забывать. Если единственный способ ускорить продажи — сделать скидку, рынок уже все решил за вас. Потому что скидка — это не инструмент роста. Это сигнал, что бренд не создает достаточной ценности сам по себе. Посмотрите, как выросли private label розничных сетей. Tesco, Amazon, STM российских сетей вроде Вкусвилла или Перекрестка. Они не строят любовь к бренду, они просто говорят: вот базовая функция дешевле. И это оказывается достаточно для огромного количества категорий. Это очень важный момент. Рынок не обязан переплачивать за ваш бренд только потому, что у него красивый тон of voice и упаковка цвета шалфея. При всем уважении к цвету шалфея. Если разница не ощущается, покупатель оптимизирует чек. И делает это абсолютно рационально. Мы с вами делаем это абсолютно рационально. Признак номер 2. Мы про качество. Это пустота и ни о чем. Почти у каждого слабого бренда есть набор одинаковых мантр. Качество, забота, инновации, клиент прежде всего. Проблема в том, что это не позиционирование. Это гигиенический минимум в 2026 году для любого бренда. Никто не скажет: мы делаем посредственно или хреново. Интересно другое. Сильные бренды почти всегда имеют свое весомое отличие. Oatly ведут себя как медиа и троллят индустрию. Ryanair вообще превратил свою грубоватость и жесткий сервис в часть характера. Liquid Death soda Liquid flavored Death sparkling давно waters have продает 1/10 the воду, sugar of как top будто бы sodas, это so we мерч hired 1/10 of Tony рок-группы. Hawk to tell you about it. В России хороший пример — Додо Пицца. Они сделали прозрачность части своего бренда. Камеры на кухнях, открытые процессы, публичные цифры. Если тебя нельзя ненавидеть, тебя невозможно любить. Признак номер 3. Визуально вы стали шумом. Сейчас половина брендов выглядит так, как будто бы их собирал один и тот же Pinterest-алгоритм. Особенно косметика, healthy food, fashion. Одинаковые бежевые цвета, минимализм, натуральные оттенки, одинаковые шрифты. Через 10 секунд все начинает сливаться в один фон, если закрыть логотип. На этом фоне всегда выигрывают те, кого можно узнать мгновенно. Coca-Cola узнается по красному цвету быстрее логотипа. Макдональдс — по желтой арке. Ikea — по синему и желтому коду. И тут важный нюанс, который многие недооценивают. Даже если ваш бренд нашел сильный визуальный код, рынок очень быстро начинает его копировать. Расскажу короткую историю от байера одной крупной федеральной сети. Когда на рынке появилась колбаса бренда «Вязанка» с ее узнаваемой перевязкой в виде веревочек,
Это выглядело как простое, но сильное отличие. Продукт сразу стал считываться на полке сильно лучше остальных. Это было что-то новенькое, люди покупали с удовольствием. Прошло примерно полгода, и на закупочном комитете у этого байера было же около 12 разных брендов колбасы с почти такой же обвязкой. Фактически тот же визуальный код, просто у разных производителей. Рынок быстро копирует то, что начинает продаваться. Если у тебя есть отличия, это не защита, это временное преимущество, которым надо воспользоваться и двигаться дальше. Поэтому средний дизайн это неплохо выглядит. Это недолго существует как отличие. Если тебя можно повторить, тебя уже повторяют. Признак номер 4. Вы покупаете спрос, а не создаете его. Многие бренды сейчас находятся в странной ловушке. Пока льется трафик, все работает. Как только выключается реклама, начинается тишина. Особенно это было видно после изменения алгоритмов соцсетей и роста стоимости привлечения. Оказалось, что огромное количество брендов росли не потому, что были нужны людям. Они просто очень хорошо покупали наше внимание. На другом полюсе бренды вроде Zara. Минимум классической рекламы, максимум скорости, продукты и присутствия. Или Nike. Уже не просто продажи кроссовок. Это культурная механика ожидания и создания дефицита. В России очень показательный Яндекс. Пользователь не приходит в отдельный сервис, давно уже к Яндексу. Мы все по уши встроены в него. Мы пользуемся Яндекс Такси, Яндекс Драйвом, Яндекс Самокатами, Диском, Лавкой и так далее, и так далее. Пусковик тот же самый. Он постепенно оказывается внутри всей экосистемы, всего, чем мы заняты и чем мы пользуемся. Если поток клиентов выключается кнопкой, это не бренд, это аренда. Признак номер 5. У бренда нет людей, которые готовы ее защищать. Это очень болезненная проверка, но такое может случиться с каждым брендом. Произошла ошибка, сбой, скандал. И дальше важно одно. Если кто-нибудь вообще встанет на сторону вашего бренда, у сильных брендов почти всегда есть ядро людей, которые эмоционально вовлечены. Apple годами строила аудиторию, которая воспринимает бренд почти как часть собственной идентичности. Tesla вызывает бесконечные споры, и при этом имея фанатов, которые защищают компанию в комментариях лучше любого пиар-департамента. Харли Дэвидсон вообще превратил мотоцикл в часть образа жизни. Кто может набить тату бесплатно в России ради своего бренда? Домино Пицца — молчать. В России похожая история местами есть у Альфа-банка. Его позиционирование для умных и свободных неосознанно позволяет людям ассоциировать себя именно с этими классными, умными и свободными людьми. Это характер и позиция, которую люди готовы защищать публично. Так, фанаты инвестируют часть своей идентичности, но покупатели совершают всего лишь транзакцию. Почувствуйте разницу. Признак номер 6. Вы не можете поднимать цену. Цена – один из самых честных тестов силы бренда. Если повышение на несколько процентов резко срушит спрос, значит выбор держался не на бренде. Сильные бренды умеют делать цену частью ценности. Rolex продает не часы, а дефицит и статус. Биркин давно уже превратился в культурный символ. Notion может повышать цены, потому что люди уже встроили этот сервис себе в мышление, в работу и в ежедневную рутину. В России девелоперы, перфекционисты комфорта и Sminex дороже рынка, ставят всегда цены дороже рынка. Дороже рынка. И это фильтр. Цена – тест на наличие бренда. Сильный бренд не избегает дороговизны. Последний признак номер 7. Вы слишком много объясняете. Очень часто слабый бренд выглядит как человек, который постоянно оправдывается, мельчит, что-то доказывает. У нас новый состав, мы используем то-то, мы используем это,
Наше преимущество такое-то, еще 15-17 аргументов. Проблема в том, что сильные бренды обычно не спорят за внимание через аргументы. Они задают ощущения. Apple годами продает не характеристики, а опыт. Это просто работает по щелчку пальцев. Skims продает не ткань, а образ тела и уверенности. Old Spice вообще превратил дезодорант в абсурдное шоу. Вспомните его ролики. В России это неплохо получается у 12 Stories. Там продается не одежда как таковая последние годы. Продается ощущение собранности определенного образа жизни. Когда ты объясняешь, ты снизу. Когда задаешь правила, ты сверху. Начинается неприятная часть. У большинства нет проблемы с рекламой. У них проблемы с тем, что рынок не видит достаточности ценности и причины предпочесть именно их. Поэтому появляются десятки одинаковых брендов. Одинаковый минимализм, одинаковая осознанность, одинаковая визуальная стерильность. Даже если убрать логотип, ты не найдешь отличий. Через год их невозможно различить. И рынку не нужно бесконечное количество хороших брендов. Обычно остаются те, кто уже встроился в привычку, стал удобным сценарием, создал эмоциональную привязку к себе или занял понятную роль в жизни человека. Например, Uber почти глагол, Spotify фоновая часть дня, Netflix вечерний ритуал. В России похожая история у Озона и Wildberries. Это встроенное поведение, ну и натыканное на экране вашего смартфона вмятина уже от того, как часто вы заходите в это приложение. Рынок не злой, он просто быстро забывает все необязательное. Если бренд не создает привычку, отличия, эмоцию или ощущение незаменимости, он постепенно превращается просто в еще одну строчку в каталоге. Итак, напомню, зачем вы здесь. Если коротко, вы смотрите это для того, чтобы вас перестали покупать по скидке и начали выбирать даже когда есть дешевле. Бренд-ориентированный маркетинг, когда спрос на вас существует до рекламы, когда цена не главный аргумент, когда вы не догоняете клиента, он сам приходит. Я обещал вам 3 шага, которые можете сделать с вашим брендом прямо сейчас. Первое. Зафиксируйте, зачем вы вообще нужны. Жестко. Если формулировка подходит вашему конкуренту, это не она. Меняйте. Второе. Уберите лишнее. Ассортимент, сообщение, визуал. Шум убивает выбор. Третье. Перестаньте объяснять. Начните вызывать желание. Люди покупают не аргументы. Люди покупают состояние, в которое хотят прийти. Люди покупают состояние, в которое хотят прийти. Я Вадим Орловский-Богдан. Я занимаюсь бренд-ориентированным маркетингом, когда бренд становится причиной покупки. Если у вас сейчас работает реклама, а бренд нет, значит вы платите за спрос, который могли бы получать бесплатно. Подписывайтесь. Если хотите разобрать ваш бренд за несколько консультаций, ссылка в описании. Всем пока.